Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядь Миша. Друзья, сегодня будем готовить овощную икру «Красный бархат». Почему такое название, вы узнаете в конце ролика. Вот ингредиенты, готовим. У кабачка отрезаем все лишнее, освобождаем его от кожуры, разрезаем напополам. И так как у меня кабачки-переростки с семечками, удаляю семена вместе с мякотью. Если у вас молодые кабачки, удалять изнутри ничего не надо. Нарезаем кабачки средним кубиком. Перекладываем кабачки в глубокую чашу, добавляем столовую ложку соли и перемешиваем. Кстати, перед этим кабачки обязательно нужно взвесить. У меня получилось 1 килограмм 600 грамм чищенных кабачков. Подготавливаем остальные ингредиенты для икры. Лук нарезаем кубиком. В большую кастрюлю, у меня кастрюля 6 литров, наливаем 60 мл растительного рафинированного масла. Включаем плиту. Как только масло нагрелось, отправляем туда лук. Обжариваем до полупрозрачности. Пока лук обжаривается, натираем морковь на крупной терке. Также на крупной терке натираем свеклу. Когда лук стал полупрозрачным, добавляем к нему морковь. Перемешиваем. И сразу же добавляем натертую свеклу. Опять-таки перемешиваем. Готовим таким образом минут 8-10. А пока подготовим болгарские перцы. Разрезаем перец напополам. Убираем семена. Нарезаем полосками. Не забываем убрать белые перегородки. И режем перцы кубиком. С помидоров нужно удалить кожицу. Я это делаю так. Разрезаю напополам. И на крупной терке протираю помидоры. В результате мякоть вся остается в тарелке, а в руках остается кожура от помидора. Вот так, быстро и просто. Прошло 10 минут, добавляем нарезанный болгарский перец в кастрюлю. Перемешиваем. Кстати, пока готовим, нужно постоянно время от времени перемешивать. Готовим пока на сильном огне. От начала приготовления прошло полчаса, кабачки отдали лишнюю воду, мы их отжимаем и перекладываем в кастрюлю. Кстати, вот столько лишней жидкости у нас осталось. Вновь перемешиваем. Добавляем соль. Специи. У меня 15 грамм копченой паприки, 10 грамм эмеретинского шафрана и 10 грамм уцхасунели. Вы можете использовать свои любимые специи. И, конечно, обязательно я добавляю свежемолотый черный перец. Примерно тоже около 10 грамм. Тут дело вкуса. Перемешиваем овощи с приправами. Так как в овощах появилась соль, буквально через минуту начнет появляться очень много воды в кастрюле. Добавляем туда натертые помидоры. И так как у моих помидоров не очень яркий вкус, я добавлю 3 столовые ложки с горкой хорошей томатной пасты. Перемешиваем. Плиту переключаем на средний огонь. Добавляем сахар, чтобы сбалансировать кислоту томатов. Перемешиваем и готовим на среднем огне минут 30, можно даже 40. У меня прошло 30 минут. Я нарезаю петрушку. Добавляю ее в кастрюлю. Нарезаю несколько зубчиков чеснока. И добавляю лимонную кислоту. Выключаю плиту и измельчаю все овощи погружным блендером. Теперь обязательно попробуйте на вкус. Если вы чувствуете, что чего-то не хватает, обязательно добавьте. Но у меня рецепт проверенный, потому для меня все идеально. Икра готова, осталось ее только разложить по банкам. Если у вас нет автоклава, то можно икру разложить по стерилизованным банкам или стерилизовать тем способом, к которому вы привыкли. Я же буду стерилизовать в автоклаве. Я раскладываю по банкам. Банки у меня 450 мл. Я их не стерилизую, они у меня просто хорошо промыты с содой. Вот такая красивая икра получилась. Закрываю крышками твистов. У меня из подготовленного количества продуктов получилось 10 450 мл банок и 1 пол-литровая баночка. В мой автоклав войдет только 10 банок, потому 11-ю будем пробовать завтра. Подготавливаем автоклав, наливаем в него 1,5 литра воды, ставим фальш-дно, заполняем его банками, ставим уплотнительное кольцо, накрываем крышкой
Хорошенько закручиваем. Проверяем клапан. Автоклав готов. Включаем плиту. Доводим температуру до 105 градусов. И на этой температуре, примерно 105-110 градусов, стерилизуем икру в течение 20 минут. Через 20 минут выключаем плиту и ждем, когда наш автоклав остынет. На остывание автоклава у меня уходит примерно 4 часа. Прошло 4 часа, достаем икру. Вот она какая красивая получилась. Вот они 10 баночек, стерилизованных в автоклаве, а вот одна баночка без стерилизации. Оставляем все банки на столе до полного остывания. Прошло 12 часов, баночки полностью остыли. И смотрите, как интересно. Банку, которую мы не стерилизовали, у нее более яркий красный насыщенный цвет. А баночки, которые мы стерилизовали в автоклаве, у них более такой оранжевый цвет. Но я вам говорю точно, на вкусе это никак не отражается. Ну и давайте посмотрим, что у нас получилось. Положим на хлебушек и корку. Смотрите, какая она красивая. Пахнет очень вкусно. Пробуем. Вот не зря я назвал этот рецепт «красный бархат», потому что оно действительно красное, а бархат, потому что у него такой нежный, великолепный вкус, что прям вот эта икорка тает во рту. Обязательно приготовьте, порадуйте своих родных и близких, а вы представьте, как она украсит ваш праздничный стол. Обязательно готовьте. А я пока прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Пока.